Доброго здоровьячка, хунты и хунтубары. Мы из Украины. Вчера такая пятница была насыщенная, что я думал, на сегодня не останется ничего яркого. Но я ошибся. Про Токаева, про Джонсона, про Калининград чуть позже, а начну с очень важного. Министерство юстиции США объявило о демонтаже инфраструктуры крупного российского ботнета AirSox. В сеть были встроены миллионы ПК, устройств Android и прочих умных домов по всему миру. ФБР работали над операцией под прикрытием с 2017 года. Совместная операция США, Великобритании, Германии и Нидерландов прошла успешно. Что такое ботнет вообще? Это совокупность подключенных к интернету терминалов, которые захвачены тайно от владельцев и обычно используются в злонамеренных целях. AirSox использовались для фишинга, захвата учетных записей, распространения вредоносных программ и так далее, но они также предлагались в качестве так называемых сникерботов для обычных пользователей за определенную плату. Доступ к 2000 прокси, например, начинался с $30 в день. Это значит, что десятки тысяч ботов по всему миру могли строчить свои провокационные комменты и не нести за это никакого наказания. Никто даже не мог их отследить. Хитрое, но справедливое Федеральное бюро расследований тайно приобрело права доступа и провело расследование. Теперь получается вот что. Ни один бот, ни один хакер не сможет безнаказанно копипастить спущенную ему методичку. И это касается не только россиянских деятелей. Наши тоже могут начинать запасаться новой работой. Можно в гручки пойти, только райончик надо верно определить. Вот Литва, к примеру, прекращает транзит грузов в Калининградскую область, находящихся под запретом ЕС. А под запрет ЕС попало почти 50% всех грузов, доставляемых из регионов России. Теперь на паромную линию Усть-Луга-Балтийск потребуются дополнительные суда для доставки товаров. По словам главы региона, запретив транзит грузов в Калининградскую область, Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС. В Литве очень испугались таких выводов и на всякий случай напомнили, что Калининград давно не прочь вернуться к исконному Кёнигсберг. Теперь про Токаева. Его прямая речь выложена в Твиттере у Пенса, при желании можете ознакомиться, но тут вот какое дело нарисовалось. Во-первых, он прямо в лицо собирателю земель узких заявил, что ни он, ни Казахстан не собираются признавать ни ДНР, ни ЛНР. Косвенно можно продолжить этот логичный ряд и сделать вывод, что о никаких признаниях воздушных замков из Херсонской, Мелитопольской, Мариупольской или какими там еще влажными мечтами обвешивается россияне, не может идти речь в принципе. Напомню, это было заявлено Бункерному в глаза, и он это заявление съел. Уж не знаю, каково было выражение его лица в этот момент, оператор провтыкал и не показал. А может, и не провтыкало. Днями мы увидим этот момент видеовброса. Но Токаев этим не ограничился. Он отказался принять орден за сотрудничество с Россией. Токаев отказался от ордена Александра Невского, которым его предложили наградить российские власти 17 июня на Петербургском экономическом форуме. Официально этот отказ прозвучал так. Глава государства поблагодарил за оказанную честь. Однако им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. Красиво ушел, согласитесь. Ну и про Джонсона еще, и про Великобританию вообще. Я не люблю конспирологические версии, я верю в факты и логику. Так вот, британские компании представляют значительный интерес к восстановлению разрушенной российской войной инфраструктуры в Украине. Оказывается, в Лондоне прошел украино-британский саммит, и большинство компаний, принявших участие в саммите, имеют большой опыт восстановления инфраструктуры в других странах или реализации инженерных проектов от понтонных переправ до построения крупных инфраструктурных объектов. Эти компании представляют значительный интерес к восстановлению инфраструктуры в Украине, и Министерство экономики Украины вместе с Министерством инфраструктуры и областными администрациями будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащую координацию действий всех участников этого масштабного проекта, заявил Тарас Качка, официально на этот саммит приглашенный британской стороной. И давайте сверим наши размышления на тему визита тройки, впрягшейся по одной версии в слив Украины, а по другой
в затягивание нашей страны в полную зависимость от Европы. Истина, скорее всего, где-то в другом месте. Давайте попробуем выяснить, где именно. Президент Франции, федеральный канцлер Германии и председатель итальянского правительства прибыли в Киев одним поездом. Вскоре к ним присоединился президент Румынии. И каждый момент этого визита, который многие в украинской столице уже называют историческим, был преисполнен символизма. Сирены воздушной тревоги над украинской столицей. Россиянцы, разумеется, не сдержались. Поездка в изуродованный оккупантами Ирпень, слова солидарности. Но что в реальности могут европейские лидеры предложить украинцам? На самом деле, пока не так уж и много. Конечно, поставки вооружений очень важны, но решение о продолжении и увеличении военной помощи не зависят от приезда высокопоставленных чиновников. Статус кандидата в члены ЕС, если он действительно будет предоставлен, важный элемент моральной поддержки, но пока что не более того. Даже до начала самих переговоров о вступлении пройдут месяцы, если не годы. А для самого членства в ЕС нужны годы, если не десятилетия. Что действительно важно в этом визите, так это отказ от привыкания к войне и необходимость приучить европейцев к тому, что война и связанные с ней экономические решения – это надолго. В таком мире всем нам предстоит жить не один день и не один месяц, а по некоторым оценкам не один год. Есть ли шанс выйти с миром и возвращенными территориями, и могут ли европейские лидеры содействовать в этом украинскому народу? Накануне визита украинские комментаторы с испугом, а европейские с надеждой, говорили о том, что европейские руководители объяснят Зеленскому: нужно разговаривать с Владимиром Путиным о реальном завершении войны, а не мечтать об освобождении захваченных Россией территорий. Но реальность состоит в том, что Путин не собирается ни с кем разговаривать, а собирается оккупировать Украину область за областью, город за городом, пока у его государства будет хватать для этого сил. Ведь российский президент и его приближенные все меньше говорят о специальной операции и помощи народным республикам Донбасса, но все больше о возвращении земель. Именно об этом говорил сам Путин, когда сравнивал свою историческую эпоху с эпохой Петра I. И ему не понадобилось для этого ни обвинять в чем-то НАТО, ни рассказывать об украинских нацистах. И именно о превращении территории говорит заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, когда с похмелья предупреждает, что через 2 года на политической карте мира может и не быть никакой Украины. Заметьте, никакой. Ни пророссийской, ни антироссийской. Просто никакой Украины существовать не должно, по мнению Дмитрия Медведева. Как, впрочем, и никакой Белоруссии, никакого Казахстана. О суверенитете бывших советских республик в Кремле никогда не было принято говорить всерьез. Поэтому выбор у европейцев невелик. Они могут вводить новые санкции против России, тем самым обрекая себя на новые экономические лишения, и поставлять новые штучки для ЗСУ, чтобы помочь им выбить русских отовсюду, откуда только возможно. Второй вариант – они могут отказаться от новых санкций и новых поставок. Тогда российские войска получают много шансов оставлять за собой все новые и новые руины, а европейское общественное мнение опять будет требовать от своих лидеров новых санкций и нового оружия для украинцев. И так по кругу, пока либо россиянцы, как и обещали, не дойдут до Берлина, либо ЗСУ и украинская нация не закончит начатую работу по освобождению мира от рашизма. Никакого другого поворота событий, к сожалению, не просматривается. Поэтому, может быть, стоит помогать украинцам, не дожидаясь, пока гром грянет в Європі. А? Європа. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходу каналу Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.